Макс, есть какие-то вообще вот эти вот у тебя там нюансы, тонкости в плане цветовых переходов? Сейчас же ты делаешь переход из одного красного в другой. Такой нюанс, я часто использую прием, но не в данном случае, хотя я использовал здесь тоже вот на этом лепестке. Я сначала положил более светлый, назовем его средний красный, а потом затемнил. Ну вот, типа вот эта область, вот этот тон, видишь, он Да, темнеет. тут, ребят, не особо видно из-за слишком хорошего освещения, но вообще вблизи это видно. Там я буду внутреннюю часть более темными делать после нанесения именно светлых оттенков. Ну а как сделать так, чтобы не перепахать кожу? Тут же получается это послойно же. Я вбил на градиент, и вот я вбиваю от четкой кромки, и иглы находятся под углом относительно среднего красного. То есть сейчас ты, грубо говоря, под углом, то есть они глубже там, где светлый не прокрашенный кусок, Да, и да, они да, менее да. глубоко Вот, там, вот, где они вот. заходят на цвет. Вот. Примерно вот так, да. Ага, То есть, отлично. утрированно я показываю. Да, да. Вот. Ну и плюс более быстрые движения, да, то есть более быстрая амплитуда, чтобы не переборщить на этом участке именно вот соприкосновение. А что сейчас за иголка? Это 9-й Magnum, лонгтейпер, 0,35 иголка. Кырвит, не кырвит, прямой? Прямой. Люблю использовать прямые магнума, даже вот на такие градиенты плавные, как видите, да, зажившие уже гривош. Это все прямыми магнумами. Ты на гривош, да? Прям как серая краска. Да, Круто. да. Вот. Но он еще просядет, это не окончательный вид. Пройдет еще пару месяцев, и оно будет выглядеть нерукотворно. Да, кстати, вот насчет просадки гривоша, ребят, имейте в виду, что действительно такая вещь происходит, и вам надо обязательно наблюдать за своими клиентами, чтобы понимать, какой из гривошей, и как вы до этого делали, и как это просядет. То есть, по сути, только такой вот опыт наблюдения, они... Вот, я поэтому люблю использовать уже готовые гривоши и одной фирмы. Ну и примерно уже с опытом я понимаю, какие я буду использовать на самые светлые оттенки, средние. И чаще всего это происходит через один. То есть, например, Extra Light, Medium и черный. А ты не разводишь экстралайт еще сам водичкой? Очень-очень редких моментах, когда надо вот прям совсем вывести какой-то градиент, прям мега прозрачный. Я недавно услышал такое понятие у Билла Каналиса, как pinky skin. Вот когда типа, быстрым движением ты вот затушевываешь такую почти воду, и кожа становится совсем розовой. И вот они это называют, видимо, pinky skin. Ну, может быть, это он, так его личное сленговое выражение. Суть очень мне понравилась. Вот, на этом участке тут можно работать посмелее, да, то есть я чуть глубже погружаю иглы, и когда подхожу уже к среднему оттенку, уже вбитому, я немножко расстояние, ну, не расстояние, а глубину контролирую. Да, степень погружения. Вот. Меньше. Да, и чуть быстрее можно напылять даже, в принципе, разными движениями, не обязательно это лицевидное. Еще от положения руки, от положения элемента зависит, кому как удобно. Ну да, я заметил, что ты применяешь чуть-чуть разные, по сути, техники, но, как я понимаю, действительно из-за удобства больше. Да, именно как вот положение руки относительно татуировки. Вот, ну, то есть мне в данном моменте мне неудобно вот сюда напылять, да, прямыми движениями. Естественно, мне удобнее вколачивать лицевидными такими. Разумно. Круговыми. Ребята, вот, кстати, в чем суть сейчас? Суть в том, что чем большим количеством ассортиментом техник вы обладаете, тем вы можете быстрее работать, меньше себе ломать руки и меньше уставать по факту к концу сеанса. И вот если я могу поменять положение руки и могу напылять от себя более удобной, да, именно чтобы игла выходила на пике соприкосновения. Вот. А в таком случае, да, мне было бы неудобно это делать, даже физически надо. Хотя, кстати, вот как вот ты сейчас показывал, мне вот так вот иногда было удобнее, тем более я начинал под углом, а выводил под 90 градусов, то есть под 90 чуть слабее как раз пробивало. Блин, ну вот я не могу. Ну все это, То есть, индивидуально, это индивидуально, кому как удобно. Главный результат, ну, конечно, и качество, и безопасность. Я поэтому говорю, ребят, вы просто пробуйте по максимуму кучу различных техник, и у вас должно быть всегда несколько разных подходов к одному и тому же, для достижения одного и того же Вот, результата. еще некий нюанс. Я мощность не луплю на всю, и на пике мощности работаю с машинкой, да? То есть можно было бы наводить побольше,
Просто у Ивана еще кожа, у него капилляр достаточно близко, наверное, расположен к поверхности кожи. И мы, когда гривоши делали, у него прямо кровоподтеки небольшие были. Вот. Плюс это внутренняя часть предплечья, чтобы, как на плече я поувереннее работаю, а здесь с меньшим вылетом, да, и более лайтовые движения, чтобы не навредить коже, не пережечь. Сейчас у нас средний красный, да? Ну, так назовем его, да. Это Dark Red, на самом деле, это Дармагло. Но он не супер дарк, он такой цвет насыщенной крови, наверное, не знаю. Ну, не вишня, да. Какой-то, да, Crimson Red такой. Это темный сейчас. Да, самый, это Deep Red. То, что ты так долго там елозил в капсе, это чтобы всю типсу... Немножко, да, перемешать пигмент побольше. Ну, определенный оттенок добиться. Определенного оттенка. Ты прям реалист. Ну и вот тут смело от уголков, именно от контура. Уже смелыми движениями можно тоже. Но при этом я средний красный делал с градиентом к темному. То есть в обе стороны, и к светлому, и к темному. Ну, благодаря этому будет меньше травматизма на переходе и плавность. Ну, я так думаю. Плавность градиента. Вот, я еще сейчас замечаю, многие темно-красные, как и темно-коричневые, это очень тугие цвета. В плане именно вбивки, да? Да, вбивки, да. А по сравнению с какими? Ну, кроме черного. То есть Ну, по сравнению даже вот это, там, более светлые красные оттенки. А, я понял то, что ты имеешь в виду всякие вот эти Да, вещи. ты вроде красишь, а такой смотришь, блин, бывает заживают уже, просевшие немножко такие, или проседают. Сейчас после того, как кровь оттекла, стало заметно, что есть совсем небольшие, как это, даже не пробелы, просто недозакрашенные, не совсем плотно закрашенные участки, да, на темном. Особенно, когда промываешь водичкой, то есть под разным углом, то есть если свет менять. Ага, на камеру тут хуже немножко Да, видно. вот мне- Макс как раз прорабатывает эти небольшие участки. Вот, более поверхностные движения, чуть более быстрые. Уплотняем эти, не знаю, проплешины небольшие. Да, но я думаю, все-таки от меня реально, ребят, вам будет совет, если вы еще не очень опытный, то лучше оставьте это на второй сеанс. Да. Тут надо понимать, когда вот нужно остановиться. Да, потому что недокрасить гораздо лучше, в 1000 раз лучше, чем И перекрасить. буквально это все вот за 15 секунд я подкрасил. Вены. Да, вот ведь, знаешь, ну, периодически клиенты задают вопросы, наверное, да, такие, что ты же сейчас по вене красишь, а если сейчас попадет в кровь, в вену, внутрь, будет инсульт или нет, Маш? Будет паралич мастера причем вот таких вопросов. Что-то глаза Нет, покраснеют? но, в принципе? блин, известный факт, что иголка не протыкает вена. Как бы, да, пигмент в верхних слоях кожи залегает, можно так сказать, в средних. И суть машинки такова, что невозможно пробить глубже, чем нужно. То есть кожу, в принципе-то, не пробить. Это надо прям, не знаю, пилить. Как маленький Филипп Лю, когда он, да, там красил моряка какого-то. Коричневый цвет не мог красить. Филиппа Льюна есть наша индукция. Но он закотировал. Ну, не удивлен, потому что эти санскиновские монстры, В 20 вольтах работающие, да. мне кажется, они схожи с реалистик шейдером. Если уж реалистик на 20 вольт зарядить, то... Ну, на самом деле особенность еще этих мест. Да. Отечность, она моментальная, даже вот мы контура делали, но это первичные контура. И потом после покраса я всегда, в основном всегда, делаю финишные полоски. Тем более, эта рука полностью фриквентом отрисован. Не было смысла делать сразу несколько калибров контурных иголок. Вот. И суть в том, что лучше сразу же наносить градиент, потому что отечность будет там через 10 минут еще больше. То есть сразу же ты имеешь в виду один буквально, маленький да, участок ты светлым и темным сделал? Да, сразу же. То есть ты не ждешь, не везде темный, не да? раскидывал сначала на темные, потому что, отек, он образуется, и уже красить по ступеньке, так называемой, да, в кавычках, уже неудобно. Ну, плюс еще больно может быть. Ну, это естественно, это без боли никуда. И к таким местам тоже относится это подмышечная область, плечи, дельта, там, трапеции, ключицы, и везде там сгибы колен.
коленные изгибы, да, с обратной стороны коленок, так скажем. Да-да-да, там, где подотекает Да, моментально. там, где вот есть складки. Ну вот в этом плане как раз картриджи, они удобнее, чем, например, классические иголки, как я понимаю, потому что там, ну то есть тут можно даже снизу вверх идти, как реалисты говоря, просто меняя иголки. Да, можно даже, если краски прям противоположной марки, да, например, на одном картридже у вас желтый, а на другом фиолетовый, чтобы вот это не промывать, вы можете, если вы зажиточный татуировщик, конечно же, и вы можете позволить использовать, например, два одинаковых магнума ради того, чтобы колоть разной краской, то вообще без проблем. Я иногда так использую, например, да, когда поэтапно ты вкрашиваешь сразу же какой-то фрагмент, и чтобы не промывать, там, не знаю, для белого, там, грубо говоря, я использую просто разные картриджи. Слушай, ну в реале это экономит-то дико много времени. Да, чем ты идешь, промывка, там, салфетка еще застрянет у тебя между иголок, и там резко это распушится. Чесать придется. Да. Ты, кстати, как называешь этот термин? Вычесывать, расчесывать, причесывать или Да чистить? никак не называю, я стараюсь не доводить до такого. Во-первых, я использую не Ты тканые зажиточный салфетки. мастер, я Да, понял, я же ты зажиточный меняешь мастер. просто. Я для людей... Кстати, вот, да, вот такая чаще- салфеточка, она гораздо нежнее для человека, она не забивает иголку. Да. И Она на еще нее и впитывает больше. надо на нее меньше воды использовать. Это все-таки тоже экономия. Заводу мы платим. Меньше воды, меньше мыла. Опять же, тот же нюанс. Я сразу же не стал откладывать на другой кусочек. Я сразу же покрасил и темный оттенок, и более светлый. Мы ведем съемки на такой зоне, где мне приходится прям вот мега аккуратно работать. Ну, во-первых, чтобы И стоять еще в такой позе. минимально больно, максимально некомфортно мне и не пережечь кожу, опять же. Плюс ты же еще делаешь вплотную к свежаковым контурам, и нужно аккуратненько, да, чтобы Контура их не скрыть. здесь не свежие, здесь вот эти листики. Контура уже зажившие, это в первый сеанс мы наносили, наверное, пару месяцев назад. Ну все, тогда понял, да, потому что если совсем свежак, то там можно еще чуть-чуть взрезать или как-то Да, сказать, еще, подрезать контур. вот я, кстати, могу рассказать про момент заживления, да, в какой момент можно красить после контуров. Ты вот когда делал такой, возможно, именно после заживших? Слушай, ну, старался не раньше, чем 2 недели, но приходилось дико аккуратно работать, чтобы прям не прикасаться к ним. В идеале, конечно, все-таки месяц-два, но опять же там есть оборотная от сторона 3 недели, недель, тогда он может замыливаться уже, когда на него попадаешь да, цветом. Да. От 3 недель как бы. Вот. Потому что даже такие моменты иногда я замечал, когда тоже в начале своей карьеры, либо когда нужно было каким-то образом покрасить через неделю, вокруг контуров, то есть по краям, отшелушивалась кожа, и вот эти чешуйки кожи даже забивались между иголок. Да. И выглядело это как-то вообще неэстетично, это невозможно было сфотографировать с этими блестящими контурами. Вот. Ну, это лишняя травма и дискомфорт при работе. Человеку, кстати, тоже больнее. Да. И тут я как делаю? Либо мы работаем на следующий день, пока татуировка не затянулась, ну, либо через день, я думаю, максимально, это как раз на 3-й день можно работать. Кстати, как человек-то не офигевает, нет, на следующий день? После Ну, сейчас есть всякие примочки, там, пенки, мази. Но в целом, опять же, ты работаешь аккуратно, и получается, даже человек немножко отдохнул. Единственный момент – это отечность. Все зависит от места, от индивидуальных особенностей. Вот, потому что у кого-то бывает минимальный отек, а кто-то прям супер, как будто пчелы покусали там руками, как у Папая. А тень у тебя именно только вот здесь вот выше была, да, там, где вот, Вот это именно гривош? градиент, да, типа такой, не знаю, как бы я его назвал его вжух. Я просто его сверху напылил немножко. Можно разбавить водичкой. Да, можешь смыть, пожалуйста, протереть чистенькой салфеточкой? О, шикардос. Да, вот в этом месте тут присутствует гривош. Я просто быстрым движением, чтобы вот этот эффект прозрачности. И слабо прикасаясь, да? Потому что не слышу звук того, что прям втапливаешь как-то. Нету чпока. Это фирменный чпок нашего пена, кстати, насколько я понял. Вот. То есть он такой вроде бы есть, он заживет, пускай будет где-то бледненький с микропробелами, но именно вот на этом участке, да, на этом
приеме мне это и нужно. Кстати, да, что это за маркер? Это какой-то, фиг знает, я его купил в Чехии. И Я сейчас порисовал, их если я меняешь, выкину, да, то, что Всё, у меня есть, выкидываю. я выкидываю. Ну, в Шарфы. смысле, ты его оставишь до конца сеанса и потом... Да, просто на одного выкинешь. человека один маркер. Ну, или там все маркеры я использую только единожды. Да, ребята, вот это очень важно, потому что если вы думаете, что раз маркер на спирту, то Не, все Кровь херня, там. это гигиена. так обычно какой цвет маркера используешь? Ну, если там вот это я фрихенд написал, там база желтый был, потом оранжевый и темнее, там либо темно-красный, коричневый, либо какой-нибудь противоположный зеленый. Или там, То есть ты три цвета используешь, Ну, да? 2-3 там бывает, да. В зависимости, если какую-то мелкую деталь я могу нарисовать там одним маркером, да, что-то более сложное, составное. С бикини-лапы я вот эти рисовал. Да, там, например, построение делал, смотрел, голову особенно, что я там перерисовывал какие-то моменты. Да, цвел. ребят, это все делалось фрихендом, чтобы вы понимали. Вся тема. Сейчас какой-то отдельный коричневый цвет, коричнево-красный? или Я ты просто там... окунул немножечко, это мне наметочка нужна. Буду оставлять расстояние от покраса. Я просто темно-красный чуть добавил черного. Именно черного или греевого? Черный, именно просто там рядышком колпачок с черным цветом. Ну и какие-то вещи, которые могу подтемнить сразу же. Это 9-я РС-ка, на 35 иголки. Вот. Какие-то моменты, которые могу сразу же подлезть, потемнить. РС-очкой я делаю. Особенно такие вот уголочки, да, там. Не запачкивается темным цветом, вот то, что покрашено Прошло время. Вот. Мы заклеивали пленкой. Так как на сленге оттекла татуировка. И поры немножко подзатягиваются, татуированные поры. И шанс испачкать снижается. Ну, плюс аккуратная работа с вазелином. Так, а этот цвет еще раз скажи, пожалуйста, то есть ты именно черного макнул и запустил туда сам стаканчик с красной, да? Ну, я поработал и машинкой, то есть я ее не выключаю, окунул в красный, например, черный чуть-чуть, и смотрю на салфетке, да, насколько он темный либо светлый, чуть добавил. Он, в принципе, будет такой почти не до черно-красный. То есть самые темные моменты мне нужно будет акцент сделать, да, это внутряночка, ближе к серединке, потому что серединка будет достаточно такая ярко-цветная, ну, с пастельными оттенками, там какие-нибудь оливковые, наверное, какие-то хаки, и капельку салатового если добавить, эта серединка будет гореть немного так выделяться. На контрастный цвет. Да, и мы, естественно, создаем искусственное вот это вот затемнение, эффект. То есть здесь нейтральный цвет, по сути, у нас серого много, и плюс очень сильное затемнение.